Украина бьет тревогу из-за остановки работы государственных ТЭС. Сейчас ноль генерации, уверяют в Центрэнерго. В ряде городов страны наблюдается серьезный перебой со светом, а в преддверии холодов остро встает вопрос отопления. При этом эксперты призывают не верить противнику на слово и указывать, что это может быть и ложная информация. Все государственные теплоэлектростанции ТЭС Украины остановили работу. Об этом сообщила украинская компания Центрэнерго. Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль. Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме полностью, заявляют в организации. Кроме того, днем ранее энергохолдинг ДТЭК проинформировал, что одна из его ТЭС также пострадала. Причиной стали масштабные удары по энергетике, которые 8 ноября нанесли российские военные. Для атак использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», отмечала Минобороны. Теперь Украине придется вновь восстанавливать энергетические мощности. Однако, по словам замминистра энергетики страны Артема Некрасова, этот процесс осложнен из-за масштабных разрушений. Ситуация в энергосистеме сложная. Наиболее тяжелая в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, приводит его слова ТАСС. По словам чиновников, в большинстве регионов вынужденно применяются почасовые отключения всех категорий потребителей. Меры будут действовать до конца текущих суток, а может и больше. Сколько времени уйдет на полное восстановление, чиновник сказать не смог. Кстати говоря, в момент записи этого ролика на Украине начались массовые облавы на энергетических, скажем так, директоров, всех и министров, и замминистров, вроде как там НАБУ ведет обыски в кабинетах. В общем, что-то там явно не так. Я думаю, что в конце ролика, если уже будет подробная информация, я в текстовом формате покажу, что идет на данный момент, что там происходит, какие обыски, кого конкретно обыскивают и к чему это все приведет. Ну, возможно, об этом мы еще и поговорим, я думаю, не один раз. Поскольку, как бы то ни было, но все мы прекрасно знаем, коррупция, она есть везде. А где война, ее больше всего. Укрэнерго также предупреждала, что в связи с ухудшением ситуации в энергосистеме Украины в воскресенье были запланированы массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны. Собственно, так оно и было. Компания заявила, что причиной введения подобных ограничений стала сложная ситуация в энергосистеме. Киев уже погрузился в темноту из-за перебоев с электроснабжением. На этом фоне немецко-финский предприниматель и блогер Kim.com призвал к мирным переговорам между Москвой и Киевом. В своем сообщении в соцсети X, бывший Twitter, заблокированном в России, он отметил: в Киеве нет электричества. Все государственные электростанции отключены. Скоро зима. Заключите мир. По мнению экспертов, вооруженные силы России сейчас активно выводят из строя всю электрогенерацию Украины. Причем Москва могла бы сделать политический жест и снизить интенсивность атак или вовсе остановить их. Но для этого нужна полная и очевидная готовность противника сесть за стол переговоров, которой пока не наблюдается. Ведь удары наносятся прежде всего там, где находятся крупные производственные мощности украинского ВПК. Отсутствие электричества снижает выпуск вооружений и боеприпасов, ограничивает пропускную способность железных дорог. Важно обратить внимание на источник заявления – это Центрэнерго. Компания управляла меньшим количеством тепловых электростанций, чем ДТЭК. При этом Центрэнерго теряла работающие объекты электростанции еще в прошлом году. Судя по всему, им удалось отремонтировать часть мощностей, а теперь мы снова вывели их из строя, объясняет экономист Иван Лизан. По его словам, как бы то ни было, сейчас украинцам будет страшно больно, ведь у госкомпании электрогенерации нет, а о доступных мощностях ДТЭК мало что известно. При этом Бурштинская и Добротворская ТЭС ранее работали в режиме энергоострова, будучи синхронизированными с Европой. После начала СВО через эти станции идет переток энергии на Украину со стороны Венгрии и Словакии, заметил аналитик. Он также уверен, что сегодня вооруженные силы России просто добивают энергетику противника. Чтобы с нашей стороны процесс был приостановлен, оппоненты должны подать четкий сигнал о готовности садиться за стол переговоров. Однако этого нет. Более того, ВСУ непрерывно огрызается, пытаясь нанести удары по нашим энергообъектам. Однако нанести ощутимый урон России не удастся, поскольку у нас более крупная система, и ее в целом гораздо сложнее дестабилизировать, акцентирует спикер. Говоря о последствиях вывода из строя мощностей Центрэнерго, Лизан пояснил: специфика электроэнергии в том, что ее практически невозможно запасти.
и производство должно быть четко синхронизировано с потреблением. Сети рассчитаны на мощности 50, вот здесь я точно не знаю, килогерц, гигагерц. Я не знаю, как это правильно произносится, уж извините, я не электрик. Допускается колебания в 0,2 ГГц в одну или другую сторону. И если показатель будет меньше, то система начнет захлебываться и напряжение упадет. Если же значение будет выше установленного, то произойдет разгон, напряжение подскочит и все электроприборы сгорят. Этой синхронизацией занимаются диспетчеры разных уровней. Сейчас мы вывели из строя всю маневренную генерацию, детализирует экономист. На данный момент у Украины остается только атомная генерация. Конечно, Россия ни при каких обстоятельствах не станет бить по АЭС, как это делают ВСУ. Но мы можем сделать так, что противник будет вынужден остановить работу станций. Для этого необходимо отсекать нагрузку, нанося удары по подстанциям с трансформаторами определенного класса напряжения. Если их вывести из строя, диспетчерам на АЭС придется снизить выработку энергии. И так поэтапно объект можно попросту заблокировать. Привел пример эксперт. Описывая положение дел на Украине, Лизан сказал: мы уже выбили всю прифронтовую энергетику, деэлектрифицировали железную дорогу, заставили противника перейти с электровозов на дефицитные тепловозы. А сейчас разрываем связь между разными частями страны. Более того, подавляющая часть генерации находится в западной части Украины, а основные потребители на юге, востоке и в столице. Разрывая цепочки, мы ставим Киев перед выбором: свет для домовладений или энергия для отопления. И есть ощущение, что страна в итоге будет сидеть в темноте, отметил спикер. Интересно, что практически все объекты энергогенерации, которые расположены на Украине, это наследие СССР. Самостоятельно страна с момента обретения независимости мало что вводила в эксплуатацию. Они построили несколько электроподстанций. Киевская и Кременская, не работающие сейчас. Ранее она была необходима для северной части ЛНР, которая была запитана от Луганской ТЭС и не имела связи с энергосистемой страны, перечисляет аналитик. Из крупного был построен отдельный энергоблок на Хмельницкой АЭС в начале 2000-х годов. Ну и появилось много различных небольших объектов зеленой энергетики. И, пожалуй, все, подчеркнул Лизан. Другими словами, Киев многие годы не придавал значения обновлению энергетических мощностей. При этом, особенно в последнее время, государство активно отказывается от всего советского и имперского. Например, уже были декоммунизированы Бородинская битва, российские императоры от Петра I до Николая II, военачальники Александр Суворов, Михаил Кутузов, Федор Ушаков, ряд деятелей культуры, искусства и науки и даже революционеров. К символам российского империализма отнесли всю династию Романовых. В связи с этим власти страны намерены убрать топонимы и объекты инфраструктуры, связанные с именем императорской семьи. В этой череде декоммунизации в некотором смысле даже оказались военные тактики и стратегии. В какой-то момент противник решил отказаться от советских практик и прибегнуть к натовским. Правда, это не дало желаемого результата. Теперь же Россия, нанося удары по энергообъектам, построенным во времена СССР, лишь помогает Киеву в декоммунизации. Впрочем, по мнению депутата Мосгордумы Андрея Медведева, пока никаких критических проблем с электроснабжением на Украине нет. Тревожные заявления украинских чиновников о грядущих отключениях стоит отнести к тому, что мы понимаем под термином «пси-опс». Официальные лица явно завышают ущерб, пытаясь таким образом избежать новых ударов с нашей стороны и выкроить время на восстановление повреждений, пишет он в своем телеграм-канале. К тому же значительная часть генерации на Украине производится АЭС, так что не стоит читать украинские новости, а стоит продолжать методично делать то, что мы делаем. Автор отраслевого телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев также призывает слепо не доверять заявлениям Украины. Сейчас по всей Восточной Европе, где близкие параметры энергетики, собирают оставшиеся трансформаторы, оборудование для отправки на Украину, для маскировки уцелевших объектов, полагает эксперт. По его мнению, необходимо всеми силами получать объективный контроль и перепроверять результаты удара. В 1922 году Киевом применялась именно такая тактика. И тогда, к сожалению, российские военные верхи либо поверили, либо решили пожалеть. И пожалели энергосистему Украины, которую они с помощью Европы довольно быстро смогли стабилизировать и восстановить, продолжает аналитик. Конечно, тогда и не было массового выпуска гераний, но и степень защищенности объектов тоже была заметно меньше. Поэтому пока не будет стабильного разрушения единой энергосистемы на энергоострова и разрозненные узлы на основе генераторов, надо продолжать делать то, что делаем. Ведь ВСУ без тыла не смогут долго сопротивляться, заключил эксперт.
Вот такие новости, друзья.